Вот вы где. Я уже подумал, что вы на какую-то очередную тусовку свою сбежали. Ну ты же запретил нам. Ну, а мне-то откуда знать? Вдруг вы сбежали? Вот такого вот у меня нас, да? Час ночи. Никого из вас нет дома. Накануне вы отпрашивались на прощальную дискотеку. Ну да. Что-то другое было подумать трудно. Так что вы тут делаете? Сидим, чай хотели попить. Или хотели пролезть в окно, чтобы сбежать и не брякнуть дверью, да? Нет же, просто хотели поболтать. Ну, время вы, конечно, выбрали. Ну, говорил же, лягте пораньше. Мы как бы поедем в 6 утра. И вы в машине могли поговорить. Все равно не спится. Причина есть какая-то. Трагедия. Какая? Ты серьезно? Что? Что случилось? Завтра 1 сентября. Ой, да не делайте вы из этого трагедию. Вот я, например, скучаю по школе. Да, я тоже скучаю по урокам по 45 минут. И по занятиям с 8 до 2. Ну что, в школе же так здорово. Вот столько всего интересного. У нас вот что ни день, так истории на... Как его? Ну, на подкаст. Вот что ни день, так истории на подкаст хватит. Ты, кстати, давно нам ничего не рассказывал. Да уж. Папа, присоединяйся к нам. Истории расскажешь. Ну да, сейчас я уж явно не усну. Поэтому присоединюсь к вам. Так. Что бы мне вам рассказать? Ну, давай что-нибудь о 1 сентября. О, я знаю. Когда я был в 4 классе, мне задали задание, чтобы я рассказал стих на концерт в честь учительского дня. Ну, для учителей. И сказали мне учить заранее. Но учить, естественно, я начал за полчаса до начала концерта. То есть давали мне 2 недели, а начал я за полчаса до начала концерта. И как? Рассказал. Ты так быстро выучил? Выучить выучил. Но как? Как? Ну, стих там был такой. Учитель свет, и путь, и вдохновление. Вы знания дарили нам всегда. Спасибо вам за мудрость и терпение, за то, что с нами были вы всегда. Пусть будет жизнь счастливой и свободной. Пусть сбудутся заветные мечты. Вы в сердце нашем самой теплой нотой. Мы благодарны вам за все труды. Красивый стих. Да, но как я его рассказал, учитель свет и мудрость, угощение. Вы страдания дарили нам всегда. Спасибо вам за мудрость, за пельмени, за то, что с вами нам пи. Пусть будет жизнь счастливой и блевотной. Забудутся пусть ваши все мечты. Вы в сердце нашем самой теплой нотой. И благодарны мы вам до пи. Вывод такой. У тебя, папа, очень хорошая память, что ты аж помнишь все. У меня тоже был позор на концерте. Какой? На 1 сентября-то? Ну, я типа был организатором там, и надо было что-то мне включить в школе песню, да. А я случайно включил вместо этого инстасамку. Бедные дети! Как они продержались, слушая это? Я в шоке. Да, а потом еще тверк станцевал. Да я думал, что никто не увидит, типа. Ну ты даешь. А ты же тогда еще делал презентацию в школе. Да, а показал первоклассникам ААДу. Все равно, одно и то же. Хорошо, что я не такой сумасшедший. Да не сказать. Помнишь, Ваня, когда мы 1 сентября Макс испортил мне форму, да? Да. Что? Как? Брал кошачьи какашки формой. Тебе тогда и года не было. В сентябре моего 10 класса у нас появилась новенькая. Мама? Мама. И она мне понравилась. Мы знаем, как вы познакомились. Ну, точнее, начали общаться. Ну, вы в октябре с дядей Саней пошли гулять и встретили по пути нашу маму. А она тонула в болоте. Ну и вы ее спасли, и ты начал общаться с мамой. Но сказать ей о своих чувствах я хотел еще 15 сентября. Так. Я написал записку и решился передать ее на уроке алгебры. Ну, мы с другом сидели на 2 ряду, а ваша мама, Саша Белкова, сидела на 1 ряду. И попросил я друга передать ей записку. Но я подписался, что это от меня. Друг дядя Саша? Да. А почему через него? Ну, я не дотягивался, а он вполне дотягивался. Что дальше было-то? Ну, я дал записку дяде Сане, Ваниному крестному.
Мы за одной партой сидели. И это увидел учитель алгебры. Мы тогда его что-то взбесили, он прям весь взъерошился, подходит и с криками то, что «Сейчас я на весь класс вам расскажу, что вы там секретничаете». Вырвал записку из рук дяди Саши. Да. А там было написано «Саша, давно тебя люблю, Вася Васильев». Ё-моё. Он прочитал это при всем классе. Не бывает безвыходных ситуаций. Ситуация. Это мой друг, сейчас отмечу его. А что было потом? Ну, я начал гулять с вашей мамой, и все поняли, кто был истинным получателем письма. Это хорошо. Да. А у меня была похожая ситуация. Какая? Я такой типа сижу с одноклассником на уроке, играю в крестики-нолики в тетради. Не врешь. Ладно, на парте. Ну, короче, мы вот играли в крестики-нолики, подходит учитель и смотрит. А там на парте, кроме наших вот этих вот крестиков-ноликов, были нарисованы огромные А если покультурнее? Да мы уже поняли. Ну вот, учитель подумал, что типа это мы типа нарисовали там, и заставил нас типа оттирать их типа после уроков. А нарисовал это кто? Да типа мы, ну просто месяц назад. Ну, преступление и наказание. Папа, а ты прогуливал уроки? Нет, конечно. Что ты? Папа, не ври, мне бабушка типа все рассказывала. Ладно, прогуливал. Расскажи. Да там нечего рассказывать. Нам просто с дядей Саней не хотелось идти на тест. Когда мы были в 8 классе, мы, значит, в четверг договорились, что в пятницу мы не идем на тест, поэтому встретились до уроков в пятницу. А дальше? Ну, мы погуляли, а дальше потом зашли в магазин, помню, на 2 рубля сладости накупили и пошли домой ко мне. И именно в этот день у мамы на работе произошел какой-то коллапс. И приходит мама домой в 11 утра, открывает дверь в квартиру, а там мы сидим, смотрим телевизор и едим шоколад. И что бабушка отправила в школу. К слову, на тест мы успели. Топ неожиданных концовок – 1 место. А вы что рассказать можете? Я помню, в 9 классе на дистанционке я писал фанфик. Ноутбук мне нужен для учебы, типа, да? Леша, не мешай. Ваня, что там было дальше? Он у меня лежал в папке «Учеба». Назывался как «Доклад». Чтобы никто точно не нашел. Так, в какой-то момент надо было сделать доклад по литературе. Ну, я его сделал, отправил. Я правильно понимаю, что ты перепутал фанфик и доклад? Да. А про что фанфик был? Ну, не про что-то очень хорошее. А что учитель-то сказал? Он исправил все ошибки и отправил мне. Мужик с харизмой. А ты, Леша, что расскажешь? Ну, как-то раз. Я, значит, всего лишь 1 раз забыл форму типа на физру взять. Но учителю надоело, что я 7-й раз подряд забываю форму. И он пошутил, что я типа буду бегать там типа в волейбол играть типа в трусах в одних. И что? Что это была типа шутка, я понял только когда типа я зашел в зал после звонка. Ну ладно, не понял. Мне учитель сам сказал, что это была типа шутка. Какой позор. Я делал так же. Ужас. Я вот раньше думал, если бы папа был кем-то из нас, то он был бы Ваней. Ну, умным, серьезным. А сейчас я понимаю, что он бы, кажется, был бы Лешей. Видимо. Ну а ты, Максим, что можешь рассказать? А я как-то совсем забыл контрольный по математике. Вот. Но тест там был, в принципе, легкий. И я все равно все отличненько списал. Где-то здесь есть типа подвох, точно. Вот. А потом выяснилось, что 3 вопроса были на одной стороне, а остальные 7 были на другой. А у нас с отличником были разные варианты. И к тому же был у нас тест не по математике, а по физике. О, вспомнил сейчас с физики случай. Был у нас последний урок. Физика. Пятница. Ну и мы решили, что все дружно бежим и пойдем за гаражи. Хоть выпьем. Вместо последнего урока. Выпить что? Чай ромашковый. Знаю я этот ваш ромашковый чай. Ладно, что было, то было. Кстати, что дальше-то было? Нас спалили, и чай ромашковый мы пили прямо на уроке. В то время как ушел учитель за рычагами для опытов. О, мы один из таких рычагов случайно сломали типа. Ну вы даете, дети. Леша, а ты полностью про рычаги расскажи. Так, что там?
Мы решили его выкинуть в открытое окно, чтобы избавиться от следов типа преступления. Я кинул, но окно оказалось не типа идеально, не типа, типа, я кинул, типа. Я думал, окно открытое, а это, оказывается, его просто идеально вымыли, типа. Трэш самый настоящий. Ну что ж, ладно, меня что-то уже в сон клонит, поэтому пойду я спать. Теперь я все знаю о вас. Так что запомнили, записали. Для предотвращения ваших казусов теперь мы знаем, какие у вас параметры отслеживать, так сказать. Папа, ты был прав. И вправду, что это грустить, раз сентябрь начался? Хороший месяц. Да, в школе весело. К тому же, каникулы всего через 2 месяца. У вас. У меня-то нет. Все, давайте, тоже спать идите. Хорошо, спокойной ночи. Добрых снов. Ночи. Не спалились. О, пронесло. Фух. Кстати, забыл сказать. Вы просто, когда возвращались с тусовки вашей, которая проходила в местном ДК, вот с этой прощальной тусовки там своей, да, на которую вы, кстати, уходили в 11 минут. Какого там? 11-го. Кстати, это было всего лишь через 20 минут после того, как я ушел спать. Ну, подождали бы хоть час. И, кстати, с которой вы вернулись 2 минуты первого через тот же самый подвал. Кстати, на который вы уходили с каким-то рюкзаком, а вернулись без него. А рюкзак был чем-то наполнен. И, кстати, там что-то вот очень подозрительно шуршало, как будто бы какие-то стеклянные бутылки. Ну так вот, когда вы возвращались с этой тусовки, вы забыли закрыть калитку. Так что давайте, идите, закрывайте калитку. Все наказаны. Кстати, постирайте одежду, а то вас шманит просто, знаете, за километр. Все наказаны и спать.